сегодня я буду с вами говорить о том, что такое второй квантовый скачок. Давайте вспомним. Первый квантовый скачок – это был момент, когда мы с вами поняли новую суть феномена время. Мы поняли суть этого феномена времени, так? И мы с вами, чтобы пользоваться временем правильно, так, мы с вами на научной основе построили свое будущее. Как только мы сделали цепочку прошлое, настоящее и будущее, как утверждают ученые, в первую очередь Джо Диспенза, да, мы сделали первый квантовый скачок. А теперь сегодня мы будем с вами делать второй квантовый скачок. Второй квантовый скачок – это формирование системы психосоматики. И об этом мы будем говорить, что такое психосоматика, из чего она формируется и какая сила в ней сосредоточена. Поэтому будьте очень внимательными. Тема трудная. Так, эту тему вы не найдете отдельным описанием. Я ее синтезировала из многих-многих источников и даю вам в самом упрощенном виде. Но даю главное, я даю вам схему, как морфологически устроена психосоматика. Поэтому приготовьте свои тетради, приготовьте ручки, и мы с вами потихонечку начнем нашу лекцию. Отличная новость для вас, мои дорогие подписчики. Мы запускаем для вас закрытый телеграм-канал. Закрытый телеграм-канал в первую очередь для тех, кто хочет самостоятельно поддерживать, развивать свое здоровье, эксклюзивные вырезки главных мыслей из разных источников. Это и факультет, это и Академия молодости, это и Академия мудрости, это и советы профессора. Этот канал предназначен именно для вас. Я жду вас там, потому что мне нужны умные и креативные слушатели. Итак, давайте с вами договоримся. Мы с вами на прошлых лекциях поняли, что время играет самостоятельную роль во Вселенной. И время очень капризный феномен. Время может сосуществовать одновременно в 3 измерениях. Смотрите, прошлое, настоящее и будущее. И наше настоящее так зависит от того, какие сигналы мы берем из прошлого и будущего. И еще мы с вами на прошлой лекции усвоили то, что в настоящем времени человек может находиться всего лишь от 1 до 9 секунд, в среднем 6 секунд. Вы представляете? И вот за эти 6 секунд мы должны взять информацию из 3 временных отрезков, из настоящего, прошлого и будущего. В какой пропорции, вы меня спросите? Я вам скажу. В одинаковой пропорции. Если мы с вами будем брать информацию только из настоящего и прошлого, мы будем топтаться на месте. Если мы будем брать информацию только из будущего, мы ничего не сделаем, потому что у нас нет того опыта, который мы уже с вами имеем. Поэтому давайте еще раз вспомним. Итак, феномен времени. Первое, я уже сказала, что оно сосуществует одновременно во всех 3 временных отрезках вместе. То есть в настоящем присутствует и прошлое, и будущее. Вот это первое, что мы запомнить должны. Второе, мы должны с вами очень хорошо запомнить, что в настоящем времени, когда мы должны принять какое-то решение, так, наш мозг существует всего лишь 1-9 секунд, в среднем 6 секунд. И мы должны быть очень гибкими, умными для того, чтобы вот эти 3 разных вида информации сопоставить и принять решение. Для этого нам нужно обладать определенной степенью развитости сознания. Итак,
Сегодня мы делаем с вами второй квантовый прыжок. В чем он заключается? Он заключается в том, что мы с вами изменили уже свое сознание, мы соединили прошлое, будущее и настоящее. У нас уже с вами измененное сознание, и мы можем принять правильное решение. И первое правильное наше решение направлено на то, чтобы мы с вами привели в порядок собственное тело. А вот когда мы приводим в порядок собственное тело через свои мысли, вот этот феномен и называется психосоматика. Повторю еще раз, что такое психосоматика? Психосоматика – это изменение своего тела своими собственными мыслями. А как это происходит? Вот мы сегодня с вами это начнем разбирать, потому что это очень сложный процесс. Сегодня мы с вами разберем только структуру, из чего морфологически состоит психосоматика. Вы поняли назначение нашей лекции сегодня? Повторяю, мы с вами структурно разберем, из каких частей состоит психосоматика и в чем ее сила. А как ею пользоваться, это мы уже разберем в следующей лекции. Итак, вы приготовили свои ручки и бумагу? Давайте начнем тогда следующее. Если психосоматика – это способ изменения своего тела, значит, психосоматика структурно – это функциональная система, которая состоит из следующих частей. Пожалуйста, возьмите свою тетрадь или ручку и в верхней части тетради, вот здесь вот так, в верхней части, в середине напишите командный пункт, то есть то, откуда исходят наши мысли. Командный пункт или центр управления, как вам удобно. И в этом центре управления сидит наш интеллект. Где находится наш интеллект? Согласно современным научным данным, может быть, потом что-то изменится. Согласно современным научным данным, наш интеллект находится в префронтальной области коры больших полушарий, то есть той области, которая располагается за нашим лбом. Там сидит наш интеллект. И он составляет командный пункт, центр управления или как хотите его называйте. Давайте запишем, какую функцию выполняет этот командный пункт или какую функцию выполняет наш интеллект. Наш интеллект выполняет 4 функции. Записывайте. Первая функция. Наш интеллект из огромного объема информации, который поступает от 18 видов рецепторов со всего тела, ежесекундно из всех рецепторов поступает 400 триллионов бит информации ежесекундно. Так вот, из 400 триллионов бит информации наш интеллект отбирает всего 2000 бит информации в каждую секунду. Для чего? Потому что именно наш интеллект дает нам следующую информацию. Вот благодаря тому, что каждую секунду 2000 бит информации интеллект забирает себе, он отвечает на 3 вопроса. Запишите, пожалуйста. Первый вопрос – что со мной? Это первый вопрос. Второй вопрос – где я? И третий вопрос – который час или какое время? Смотрите, значит, наш интеллект ежесекундно дает информацию всему организму, отвечая на эти вопросы, как человек позиционирует себя в пространстве и во времени. Подчеркните, во времени. Значит, как человек позиционирует себя в пространстве и во времени. Это первая функция. Повторяю, ежесекундно 2000 бит информации интеллект вытаскивает
из 400 триллионов бит информации, которые идут со всех рецепторов в головной мозг. И наш интеллект выполняет первую функцию. Он говорит нам, где мы находимся, как мы себя чувствуем, в каком мы состоянии и которое время. Видите, мы позиционируем себя автоматически, непрерывно, где мы находимся, в каком мы состоянии и который час. Видите, это первая функция. Вторая функция нашего интеллекта. Вторая функция нашего интеллекта следующая. Он берет остальную часть информации, да, и говорит нам, на языке слов, говорит нам, что нужно делать. Не как делать, я повторяю, не как делать, а что нужно делать. То есть он определяет направление наших действий. Например, внезапно изменилась погода. Наш интеллект не говорит «иди одень валенки» или что. Он говорит так: холодно, значит, надо принять меры. Все. Он определяет направление. Или жарко, надо что-то делать. Вы представляете? То есть первое, он определяет направление наших будущих действий. Это вторая его функция. И третья функция. Третья функция удивительная. Наш интеллект что делает? Он путем логической цепочки, так, причинно-следственных отношений, он говорит, какой должен быть конечный результат. Повторяю, не как делать, а какой должен быть конечный результат. Причем конечный результат наш интеллект дает словами в колмогоровском формате. Итак, функция нашего интеллекта – это второе было это показать направление действий, бежать, спрятаться, воевать, нападать. Это все дает наш интеллект. И он дает конечный результат. Какой должен быть конечный результат? Это третья функция нашего интеллекта. И, наконец, четвертая функция нашего командного пункта или нашего интеллекта – это следующее. Объединить другие структуры головного мозга. Я перечислю их. Объединить, заставить совместно действовать 3 структуры. Запишите их, пожалуйста. Мозжечок – это один из центров головного мозга. Дальше – подсознание и систему сбора энергетики, эмоций. Значит, вы поняли меня, мои дорогие? Я повторю еще раз, повторяю, эти данные нигде, вот так, как я вам объясняю, не описаны. Поэтому спокойненько еще раз посмотрите свои записи. Итак, первая функция командного пункта, то есть нашего интеллекта, который располагается сразу за нашим лбом. Помните, мы говорили 7 пядей во лбу? Значит, интеллект очень мощный должен быть. И первая его функция, он из 400 триллионов бит информации, которые поступают из всех 18 рецепторов нашего тела, он отбирает 2000, чтобы позиционировать каждого из нас, позиционирует себя в пространстве и во времени. Вторая функция. Путем логического рассуждения интеллект очень быстро дает направление действий. Какое, например? Бежать, спрятаться, нападать. Видите? То есть определяет стратегию наших действий. И еще одна функция – это он говорит, какой должен быть конечный результат. Конечный результат он дает словами в колмогоровском формате. Вот так. И последняя его, четвертая функция, он объединяет 3 главные системы – мозжечок, подсознание и механизм формирования эмоций.
А вот теперь о них и поговорим. Вы поняли назначение командного пункта? У него 4 функции, которые вы уже записали. А теперь давайте посмотрим вот этих главных исполнителей. Итак, 3 главных исполнителя, которые находятся под управлением нашего интеллекта. Первый исполнитель – это мозжечок. Это самая древняя часть нашего спинного и головного мозга. Мозжечок отвечает за все виды движений. Поэтому мозжечок нам отвечает за нашу осанку, мозжечок отвечает за наше равновесие, мозжечок отвечает за координацию действий между мышцами, когда мы двигаемся. Это очень важно. Да. Кроме того, мозжечок сохраняет информацию о всех видах движений. Какие виды движений? Запишите это, пожалуйста, это очень важно. В мозжечке хранится информация всех видов движений, которые когда-либо возникали в процессе эволюции на самых разных этапах развития живых существ. Вы представляете? Вот такую информацию хранит мозжечок. И кроме того, он сохраняет все виды движений, которые индивидуально делает каждый человек. Вы представляете, как это здорово? Поэтому ученые говорят так. Если у нашего интеллекта, который находится нашим лбом, это самый молодой отдел головного мозга, один нейрон имеет примерно от 1 тысячи до 10 тысяч связей с другими нейронами. Запомнили? Значит, повторяю, каждый нейрон, который и сидит или находится в префронтальной области головного мозга, имеет относительно небольшое количество связей. А вот мозжечок, запишите, пожалуйста, один нейрон имеет до 10 миллионов связей с другими нейронами. Вы представляете, какой он мощный? И еще одна особенность у мозжечка есть. Мозжечок непрерывно в течение всей жизни человека обновляется, то есть прибавляет к себе новые нейроны. Это новые данные науки. Да. Значит, новообразование нейронов в структурах, которые принадлежат и управляются мозжечком, а это спинной мозг, это продолговатый мозг, это четверохолмие и сам мозжечок. Вот во всех этих структурах может непрерывно в течение жизни идти новообразование новых нервных клеток. Это очень важно. Это удивительная функция мозжечка. Мозжечок, по предположению ученых, является самой древней частью нашей нервной системы. Но чтобы доказать вам, что в мозжечке сохраняются все виды движений, я скажу, какие шалости делали в детстве мальчишки. Они бросали кота с любой высоты. И, как ни странно, в каком бы виде ни бросили кота, с какой-то высоты, он всегда приземляется на 4 лапки. Если кот это может, вы можете сказать, а человек как? Вот если меня бросить, то как меня бросят, так я мешком и упаду. Но если в памяти двигательной системы под управлением мозжечка сохраняются все виды движений, значит, путем тренировки это можно разбалансировать. Это действительно так. Посмотрите на акробатов, посмотрите на тех, кто прыгает с парашютом, посмотрите на других. Что получается? Путем тренировки мы можем кошачий инстинкт приземляться на 4 лапы восстановить и для себя. Это я просто в качестве примера привела, чтобы вы знали, что да, мозжечок сохраняет все виды движений, которые эволюционно возникли у разных видов животных, да, и у человека в том числе.
Да. И это очень-очень важно. И еще одна функция мозжечка очень интересная. В системе мозжечка, под управлением мозжечка, находятся что? Все виды мышц, все сухожилия, все суставы и костная система, потому что все это участвует в движении. Так вот, огромный поток информации, который идет от проприорецепторов всех этих образований, так, он идет не только в мозжечок, часть этой информации поступает в другую структуру головного мозга. Эта структура называется ретикулярная формация, или ему еще дали такое прозвище «недремлющий мозг». Это отдел мозга, который накапливает энергетику, накапливает эти импульсы, так, и может эту энергетику подать в другие отделы мозга. Поэтому он управляет тонусом всех других отделов мозга. Вот это огромная функция мозжечка. Мозжечок, в него входит, повторяю, много структур, начиная от начиная от всех разделов спинного мозга, продолговатый мозг, четверохолмие и сам мозжечок. Вы поняли меня? Итак, мозжечок, смотрите, какая мощнейшая структура. И она будет подчиняться нашему интеллекту. Так, вторая структура. Если взять и в эволюционном аспекте, вторая структура – это подсознание. Но мы к нему чуть позже придем. Вторая структура, которая самостоятельно действует и самостоятельно подчиняется нашему интеллекту, это система эмоций. Эмоции – это механизм сбора энергии человека. Почему? Потому что для действия нужна энергия. И вот эмоции собирают эту энергию, концентрируют эту энергию. И вот эту концентрацию этой энергии мы с вами ощущаем как чувство. Чувство радости, чувство усталости, чувство депрессии и так далее. Это чувства. Но эти чувства говорят нам о том, какое количество энергии сейчас находится в нашем организме. Запомнили? Запишите. Значит, эмоциональная сфера управляет сбором энергии, и мы это ощущаем в виде чувств. Запомнили? Все. А теперь переходим к подсознанию. Подсознание – более древняя часть, чем эмоции. Подсознание – очень мощная часть. И что я хочу сказать? Наше подсознание знает все секреты каждой клеточки нашего организма, все секреты каждой ткани. А какие у нас виды тканей? Костная, мышечная, мозговая, сердечно... Это, не надо говорить это, кожа и так далее. Да? Это ткани. Кроме того, подсознание наше знает состояние всех функциональных систем организма. Что это такое функциональная система организма? Это сердечно-сосудистая, вы это прекрасно знаете, дыхательная система, тоже знаете, иммунная система, тоже знаете, система кишечника и так далее. То есть это функциональные системы. Видите, наше подсознание имеет очень большой резерв. Еще наше подсознание имеет гораздо больше информации, чем все другие отделы головного мозга. Почему? Потому что получает огромное количество информации от всех внутренних органов, от всех тканей, от всех органов, от всех систем организма. Так? И наше подсознание
еще что очень интересно, это данные последнего времени. Наше подсознание может получать информацию от источника, которому не имеет доступа ни наш интеллект, ни мышечная система. Наше подсознание может получать информацию из мироздания. Через что? Через холестерин. Когда? Во время сна. Я уже как-то говорила об этом. Сейчас на этом не будем останавливаться, но просто запишите, пожалуйста, что наше подсознание имеет гораздо большие источники информации. Гораздо большие. Второе. Гораздо больше и по объему имеют информацию. И поэтому наше подсознание, если говорить образным языком, таким житейским, оно умнее, чем наш интеллект. Почему? Потому что, имея такой огромный объем информации, так, наше подсознание гораздо раньше, чем наш интеллект, знает, что надо делать. Вы представляете, ученые это установили. Иногда опережение, что надо делать, подсознание дает на 30 секунд раньше, чем наш интеллект. Вы видите, что значит иметь хорошую информацию. Итак, наше подсознание – это очень мощная структура. Наше подсознание имеет еще свои субструктуры. Так, давайте их перечислим просто. Видите, как сложно? Ничего не поделаешь. Вы у меня умные, сообразительные. И если вы не будете знать, из чего состоит психосоматика, вы не поймете тогда, как этим пользоваться. Итак, пишем. Там, где подсознание, напишите 3 стрелки вниз. Первое. Наше подсознание имеет информацию от кишечника. Это данные получены сравнительно недавно, в начале 21 века. Исследователи, которые в течение 20 лет изучали желудочно-кишечный тракт, они установили, что, будем по-простому говорить, что наш кишечник имеет огромное количество нервных клеток. И по количеству нервных клеток кишечник может конкурировать с нашим отделом нервной системы, которая в позвоночнике находится, то есть со спинным мозгом. Значит, нервная система кишечника такая же мощная, как нервная система нашего позвоночника, то есть нервная система спинного мозга. Итак, первое, наше подсознание может реализовать свои желания, свои действия через нервную систему кишечника. Второе. Наше подсознание имеет еще один самостоятельный инструмент. Это гормональная система. Я не буду говорить, из чего она состоит. Это вы можете, желающие, найти в интернете. Гормональная система. Гормональная система – это выработка специализированных биохимических веществ, которые заходят прямо в клетку. Эти вещества специфические мы называем гормонами. Значит, гормональная система вырабатывает химически активные вещества, которые могут свободно заходить в структуру каждой клетки и менять ее работу. Вы представляете? Менять работу каждой клетки. Но свое действие это химическое вещество, которое мы называем гормоны, имеет очень короткий промежуток. Ученые установили 30 секунд, максимум 2 минуты. Значит, гормональная система посылает гормоны, которые свободно заходят в любую клетку, а чаще всего в клетки мишени, то есть в специализированные клетки какие-то, и внутриклеточно меняет очень много процессов. Не буду перечислять. Много меняет. Это скорость биохимических реакций, дает экспрессию, то есть разблокирование ДНК и так далее. Но
действие гормонов внутри клетки очень короткий. 30 секунд, 2 минуты. Все. На этом действие гормона заканчивается. Так, это была вторая система. И третья система, которая имеется в арсенале нашего подсознания, это вегетативная нервная система. Вегетативная нервная система состоит из двух отделов – симпатический и парасимпатический отдел. Так, для чего они нужны? Вегетативная нервная система в основном управляет функциональными системами, такими как сердечно-сосудистая, дыхательная, мочеполовая система, выделительная, иммунная и так далее. То есть она уже не заходит в клетки, она работает с центрами, которые регулируют деятельность этих систем. Вы видели? И вегетативная нервная система принимает главное участие в формировании стрессовых реакций. О, как сложно я вам все рассказала, но это самыми простыми словами я вам сказала. Проще вы нигде уже это не найдете. Итак, смотрите, что мы с вами определили. Мы определили, что психосоматика имеет мощную морфологическую структуру. Так, это функциональная структура. Что значит функциональная? Она может образоваться, а может и не образовываться. Тогда что получается? Если нет управляющего центра или командного пункта, то есть если нет доминирования нашего интеллекта, то каждая из этих систем, а именно мозжечок, работает сам по себе. Кишечник, или будем так говорить, подсознание работает само по себе. И наши эмоции работают сами по себе. И тогда что получается? Давайте еще проще скажу. Тупой человек, что значит тупой? Тупой тот, у которого недоразвито сознание. Тупой тот, у кого недоразвит интеллект. Тогда он что делает? Он живет как животное. Он живет теми инстинктами, теми рефлексами, которые записаны в ДНК, которые уже готовы, которые идут как шаблоны. Поэтому, помните, я говорила, вам как-то в одной из лекций давала такие данные, что в стае обезьян, а у человека префронтальная область занимает 38% коры больших полушарий, а у обезьян 16%. Не так уж и мало, правильно? Но все равно обезьяны по уровню интеллекта стоят ниже человека. И как они взаимодействуют друг с другом? А у них всего небольшой арсенал взаимодействия. Первое. Они взаимодействуют, чтобы заставить или для того, чтобы действовать вместе, они что делают? Сначала они дерутся, кто сильнее. Второй механизм – это они насилуют друг друга. Да? Изнасилованный слабый, и он будет подчиняться. Вы видите? Мы это видим с вами? Видим. Да. Итак, смотрите, если не формируется вот эта система, во главе которой стоит наш интеллект, и 3 его менеджера, будем так говорить, мозжечок, подсознание и эмоциональная сфера. Каждый из этих менеджеров имеет свою систему управления, имеет свои механизмы влияния. Но что получается? Когда наш интеллект их объединяет, он их заставляет работать на общий конечный результат. Вы поняли? Помните, я вам вначале сказала, за какие 4 функции отвечает наш интеллект? Вот, он объединяет эти 3 менеджеров. Каждый менеджер имеет свой набор инструментов, свой набор влияния, так, и действует по-своему. Но в то же время
они действуют на общий конечный результат. Своим путем, каждый своим путем. И здесь очень важно следующий момент. Важен такой момент, как чтобы наш интеллект заставил их работать синергично, то есть помогая друг другу. Это очень важно. Значит, для того, чтобы заставить их работать синергично, помогая друг другу, для этого что нужно? Хорошие управленческие навыки кого? Нашего интеллекта. А как управляет наш интеллект? Наш интеллект управляет через мысли. Значит, мыслями наш интеллект заставляет работать этих 3 менеджеров. Эти 3 менеджера начинают работать синхронно, да, и изменять наше тело. Вы поняли? Вот так, мои дорогие. Значит, в основе психосоматики лежит функциональная система, состоящая из центра управления, или иногда его называют командный центр, неважно, из центра управления – это наш интеллект, и 3 главных игроков или менеджеров – мозжечок, подсознание, я говорю в эволюционном аспекте, как они возникали, да, и эмоциональная сфера. Каждый отвечает за свое. Мозжечок – движение, эмоциональная система – сбор энергии, подсознание – состояние всех клеток, тканей, органов и систем организма. Вот так, мои дорогие. Вы поняли, что психосоматика – это функциональная система, которая должна собираться самим человеком. Если человек бестолков, если у человека не развито сознание, то никакой психосоматики не будет. Каждая система будет работать самостоятельно. И в зависимости от того, насколько сильна каждая система, она будет подавлять друг друга. И тогда у нас что? Будет ли у нас здоровье? Нет, ребята, здоровья не будет. Поэтому я еще раз говорю. Каждую лекцию я вам постоянно говорю, милые, мои дорогие студенты, мои дорогие участники факультета взрослых, помните, интеллект самый молодой, но он самый прогрессивный. Интеллект – это тот отдел головного мозга, который вытащил нас из животной эволюции и поставил в эволюцию человеческую. И наш интеллект, когда он понимает новые данные науки, наш интеллект вытаскивает нас из животной эволюции, и мы переходим на человеческую эволюцию. И вот сегодня мы с вами разобрали, что такое психосоматика. И это чисто человеческая эволюция, основанная на знаниях новых научных данных. Вы скажете, животные тоже выживают. Ничего подобного. Я вам скажу так. Животные выполняют всего 2 программы. Первая программа – это передача эстафеты жизни новому поколению. Это первая биологическая программа. Вторая биологическая программа – это действовать совместно, в группе, в стаде, при взаимодействии для того, чтобы совместно выжить и обеспечить жизнь потомства. Все. А человеческая эволюция, да, не такая. Человеческая эволюция говорит так. Каждый из нас может оставить тот результат, который ни одно животное не может это сделать.
То есть мы индивидуально с вами можем сделать какой-то результат, который будет полезен лично мне, который сделал этот результат, моим ближайшим, моему ближайшему окружению, это члены семьи, и тем природным объектам, которые меня окружают. И самое главное, это будет польза для тех, кто будет жить через 100 лет. Вот видите, животные об этом не думают. Животные передали эстафету жизни, обеспечили выживание нового поколения на какой-то период. Все, больше их ничего не касается. А человек думает с опережением. Поэтому, когда я задаю вопрос, почему обезьяны не сделали цивилизацию лучше, чем человек, вы должны мне теперь хорошо ответить на этот вопрос. Спасибо, что вы досмотрели до конца это видео. Я хочу вам немножко рассказать о марафоне стройности. Что такое стройность? Стройность – это соразмерность частей тела. Это если так сказать просто. Да. И стройность – это проявление симметрии. О чем говорит стройность? Стройность говорит о том, что у нас все в порядке с индивидуальным здоровьем. Стройность говорит еще о том, что наши гены работают нормально. И еще стройность говорит о том, что у нас психологическая установка на высокое качество жизни. Вот о чем говорит стройность. Помните, стройность мы обязаны соблюдать в любом возрастном периоде. Неважно, вам 20 лет, вам 40 лет или вам, как мне, 85 лет. Помните, мы обязаны с вами прожить 150 лет. Поэтому стройность, марафон стройности – это то, что вы должны знать и применять в своей жизни. По ссылке внизу